Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, почему самка отказывается кормить своих крольчат. Мы сегодня разберем с вами два случая. Первый — это когда самка вот-вот окролилась и совсем не подходит к своим крольчатам. Почему, так происходит? И второй вариант, что она прокормила их где-то неделю, а потом также от них отказалась. В чем причина? Как избежать этих причин? Что мы можем сделать, чтобы заставить самку кормить своих крольчат? Что касается первого случая, когда самка окролилась и совсем не подходит к своим крольчатам. Тут судить очень сложно, на мой взгляд. И, скорее всего, такие случаи происходят у первокролок. То есть самка первый раз окролилась, и непонятно, что у нее в голове. Может быть испуг, может быть материнский инстинкт просто-напросто не проснулся, и она к ним не подходит. Что делать в таком случае? Есть два варианта. Первый вариант — это раскидать всех маленьких крольчат на других самок, у которых есть крольчата. Но не всегда получается так, что мы одновременно спариваем самок, и они у нас одновременно кролятся, чтобы можно было их подбросить. Этот вариант мы не берем во внимание, и нам остается только одно: брать самку и держать ее на руках и кормить маленьких крольчат принудительно этой самкой. И, возможно, проснется у нее материнский инстинкт, и она в дальнейшем сможет самостоятельно кормить этих крольчат. Но так говорят люди, что у нее может проснуться материнский инстинкт, но у моей самки никакого материнского инстинкта не проснулось. У меня окролилась самка, она принесла около 5 штук, тоже была первокролка, она их не кормила с первого дня. Я ее брал на руки, принудительно кормил, материнский инстинкт не проснулся, и где-то до месяца я ее таскал ее малышей, пока они не стали более-менее самостоятельно кушать и уже сами пытаться кормиться, этой самкой. То есть мне не нужно было таскать ее, то есть материнский инстинкт не проснулся, и самка не стала, так сказать, хорошей мамой. Что касается второго случая, это когда самка окролилась, недельку покормила своих крольчат, а потом внезапно отказалась. Вы увидели, что самка не подходит к крольчатам. Вроде вам кажется все хорошо, но пора уже, значит, бить тревогу. Просто так самка не может отказаться от своих крольчат. Сразу берем самку и проверяем ее на наличие мастита. То есть переворачиваем, ложим на коленки, на спину, смотрим соски, чтобы соски были не погрызанные, потому что когда соски погрызанные, самка не подпускает к себе этих маленьких крольчат. И при мастите происходит то же самое. У самки, возможно, даже может подняться температура, и ей будет совсем не до маленьких крольчат, чтобы их кормить. Поэтому, если вы видите такую картину, что самка до этого справлялась со своими крольчатами, кормила, все хорошо, все прекрасно, но тут в один прекрасный момент она отказывается их кормить, пора бить тревогу. Как я уже сказал, берем, переворачиваем, проверяем на наличие мастита. Если есть погрызанные соски, начинаем мазать мазью, чтобы размочить эти соски и сдаивать. Если вы видите, что начинается уже мастит, конечно же, принимаем меры. Но все зависит от того, на какой степени этот мастит. Возможно, придется совсем убрать крольчат от этой самки, кормить их принудительно козьим молоком, детским питанием. А чтобы спасти самку... Ух ты какой! Чё рычишь? А чтобы спасти самку, соответственно, нужно прибегать к различным антибиотикам. По крайней мере, я знаю две такие причины, по которым самка может
не кормить своих крольчат. Это то, что первокролка не раскрылся у нее, так скажем, материнский инстинкт. Ну и второе, это наличие болезни, там мастита, например, погрызанных сосочков, да, потому что ей больно, когда они прикасаются к ним, и она уже как-то негативно к ним относится, начинает от них убегать. И наблюдал я такую картину. Вот. Если вы знаете какие-то еще причины, по которым самка может перестать кормить своих крольчат, можете написать в комментарии, будет интересно посмотреть, почитать. Возможно, я чего-то и не знаю. Ну вот, Ноча готовится стать мамой. Сейчас надо принести соломы. Гнездышко уже подготавливает. На этом все, друзья. Все будет круто. Пока-пока.